Всем привет! Вы на канале Дело мастера боится. Сегодня мы будем ремонтировать обычный фен для волос. Фен для волос работает, но поработав несколько минут, он внезапно выключается. И необходимо ждать, пока он включится. Необходимо разобраться, в чем же проблема. Фен фирмы Maestro имеет модель MR212 и мощность 1800 Вт. Также внизу регулятор мощности, который переключается в 3 позициях. Вот я включаю фен и проверяю его работу. Пока включаю на среднюю мощность, и необходимо немножко подождать. Вот прошла 1 минута, и он выключился. Необходимо разобраться, что же случилось. При таких поломках в первую очередь необходимо обратить внимание на частоту заборного воздушного отверстия, которое находится сзади и нередко забивается пылью и прочим мусором. И при этом воздух плохо циркулирует через фен, что вызывает срабатывание защиты. В моем фене сетка заборная еще не забита, но все-таки контрольно нужно ее продуть компрессором. Для прочистки фена я использую компрессор с продувочным пистолетом. Включаем компрессор и можно действовать. Если у вас нет компрессора, то придется разобрать фен и промыть сетку с помощью воды. Если прочистка заборного отверстия не помогла, необходимо разобрать фен и проверить, как крутятся лопасти вентилятора. Откручиваем 2 винта на ручке фена. И разбираем фен. Сверху здесь необходимо чем-то поддеть. Снимаем крышку. Здесь видно немножко волос есть. Больше пыли нет. Перед нами плата управления, двигатель с вентилятором и нагревательный элемент здесь же находится. Аккуратно вынимаем, чтобы ничего не повредить. Проверяем, как крутятся лопасти вентилятора. Крутятся легко, без заметного сопротивления. Если же вентилятор будет плохо крутиться, необходимо будет снять лопасти и проверить чистоту оси, потому что нередко туда наматываются волосы, и поэтому он будет тяжело крутиться. Также внутри корпуса, возле выходного отверстия, есть много пыли, которое необходимо тоже убрать, чтобы в дальнейшем оно нигде не попало. Вот такие куски пыли собрались в фене. Если же сетка чистая и лопасти вентилятора крутятся легко, необходимо проверить сам терморегулятор. Терморегулятор находится на нагревательном элементе и имеет 2 контакта, которые необходимо проверить и в случае необходимости почистить. Для прочистки контактов можно воспользоваться обычной наждачной бумагой, самой мелкой нулевкой. Отрываем небольшой кусочек, уголочек, и слегка прочищаем контакты с одной и с другой стороны. После этого необходимо собрать фен в обратной последовательности. Ставим на место термоизоляцию корпуса и нагревательный элемент. Теперь можно прикручивать заднюю часть корпуса и, стараясь не прищемить провода, которые находятся в рукоятке. И скручиваем обе половинки. Длинный шуруп идет вверху, короткий внизу. После сборки необходимо проверить фен, как он работает. Включаем. Я включил на самую большую мощность и буду смотреть. Вот прошло 5 минут, и фен не выключался. В моем случае причиной неисправности было банальное подгорание контактов термовыключателя. Вы были на канале Дело мастера боится, смотрели видео о том, как своими руками отремонтировать фен для волос, если он выключается. Пишите свои замечания и комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока!